Ёжик Соник — это мой самый любимый персонаж во всей поп-культуре. Я его обожаю еще с самого детства. И по мере взросления он мне нравится еще больше. Я хочу рассказать про Соника, про его историю, каждую значимую эру, и что этот ёжик значит лично для меня. Так, ну, come on, let's go! Самый первый Соник вышел еще в 1991 году на Sega Mega Drive и начал Classic эру. Соник жестко давал леща тогдашнему Марио, прямо сравнивая медленный и скучный геймплей детища Nintendo и крутой и быстрый у сеговского. Sega, кстати, до сих пор обсирает Nintendo. Главной фишкой Соника была, очевидно, скорость, но ее нужно было заработать. Повторно проходя уровень, ты запоминаешь все ловушки и преграды, раскиданные по нему. Тем самым ты становишься быстрее, что является одной из философий Соника. Позже это будет известно как спидран. Да, у первого Соника были проблемы, где половина уровней была плохой и не быстрой. Во втором Сонике это исправили. И даже добавили спин-дэш. Ну, вот это. Из-за чего Соник стал быстрее. И самый пик классики Соника для меня является Sonic 3 and Knuckles, которая в свое время считалась даже лучшей компьютерной игрой на планете. По сути, это две игры с двух разных картриджей, но соединенные инновационной технологией Lock-On, которая никогда и нигде больше нафиг не использовалась. А разделили их из-за рекламной кампании с Макдоналдс. Она офигенная, так как она ощущается как полноценное длинное приключение. В ней разнообразные уровни, пауэрапы, сюжет, визуал и музыка. Да, Соник славится своей музыкой. Хоть в классические дни она еще не такая комплексная и полноценная по сравнению с бенгерами, которые будут позже, но авторы точно пытались выдавить все соки из звукового чипа игровой приставки. Хотя в Sonic CD есть такая музыка. Потом была Awkward. Неуклюжая эра, о ней мы не говорим. Как-то в детстве я наткнулся на вот такой необычный фанатский сериал «Соник Ёжик» с очень необычным лором. В нем все начиналось с шуток про пердеж и печеньки. А еще помните тот самый конец света в 2012 году? Но прогрессировало в отдельную от игр вселенную и мир со своими правилами. Например, Соник — алкаш и придурок, который однажды умирает, и его потом выращивает из ДНК оставшейся руки Тейлз. Шэдоу тоже алкаш. Руш почему-то не умеет говорить, а мир однажды вообще просто исчез. Все, больше спойлерить не буду. Я рекомендую его глянуть, несмотря на топорную анимацию, ведь реально интересный лор. И странно, что спустя столько лет на этом канале так мало подписчиков. Ладно, возвращаемся к оригинальному Сонику. Потом была Adventure Era, названная в честь Sonic Adventure. Соник впервые перешел в 3D. Да, у Соника был трудный переход в 3D. Он пытался еще в неуклюжей эре, но там было псевдо-3D. Именно в этой эре мой самый любимый дизайн Соника и остальных персонажей. Соник тут ощущается как Соник, его экспрессивность, гибкие, бизарные позы. Много чего можно говорить про это. Классический геймплей перевели довольно круто. Спин-дэш стал еще более мощным. Появилась крутая механика хоуминг-атаки, когда Соник моментально летит в ближайшего противника, из которой можно делать цепные атаки, которые очень приятно делать. Правда, камера в этой игре довольно часто ведет себя очень ужасно. Есть и целых 6 персонажей с разным геймплеем. Но, правда, именно у Соника все равно больше контента и глубины по сравнению со всеми. И лор, естественно, расширяется. После Adventure вышел Sonic Adventure 2, который является любимой игрой во франшизе у многих фанатов, но не у меня. Простите. Во-первых, в этой игре впервые появился ёжик Шэдоу, тоже очень любимый фанатами персонаж, и есть за что, а именно его офигенный дизайн, его суровый и загадочный характер. И в-третьих, его трагичная история. Мария! Во-вторых, серьезный сюжет. Кстати, он был взят именно из этой игры для экранизации Соника в «Сонике в кино 3», одном из лучших фильмов ever. Но про сониковские фильмы расскажу чуть попозже в этом видео. Геймплей немного улучшили. Правда, все равно геймплей Соника и Шэдоу до сих пор лучше, чем остальные стили игры других персонажей. Потом завершает Adventure эру Sonic Heroes.
где ты управляешь командой из 3 персонажей, у которых 3 типа: скорость, полет, сила. После этого начинается следующая эра. Темная эра. Так ее назвали, потому что франшиза Соника начала немного становиться хуже. Началась она с игры, полностью посвященной Ежику Шэдоу. Крутая мужская татуировка, скачать онлайн бесплатно. И да, это довольно необычно и глупенько видеть резко серьезную и эджи игру с эмо-ежом, который расстреливает людей из МП5, который передергивается как дробовик. Потом выходят игры с геймплеем на рельсах, но с прикольным лором и музлом. Пожалуйста, подпишитесь на меня. Так вы меня очень сильно поддержите. Вы поможете мне осуществить мою мечту детства. Сделать канал на ютубе карьерой. В детстве я обожал играть во флеш-игры про Соника. В году так 2012. Я тогда просто писал в вроде Яндексе Соник игры и заходил на первую же ссылку. И они реально были годными. Например, Ultimate Flash Sonic, который буквально взял все спрайты из Sonic Advance с Game Boy Advance. Еще мне нравился Tails Nightmare, где классный визуальный стиль и страшненькие локации. И финальный босс. Еще игра от того же автора, где надо бежать по длинной космической дороге, собирать кольца и уворачиваться от препятствий. Почему-то тут я ловлю прям космические вайбы. Ну, поняли. Помните, я сейчас рассказывал про Ultimate Flash Sonic? Так вот, я помню что-то вроде мода на эту игру. Наверняка кто-то из вас долго искал эту игру, ведь я тоже долго пытался ее найти для видео. И это Sonic Earth. Просто зацените, как заменили текстуры и звуки. Этот мрачный Лондон, судя по названию уровня, и также Соник и Эми, которые по местному сюжету стали людьми, и они теперь Возил и Вера. Главная менюшка, кстати, напоминает эстетику Frutiger Metro. Я, кстати, нашел саундтрек из этой игры. В игре он такой низкокачественный, но у этого автора с Newgrounds есть фуллы этой музыки. Есть еще много других флеш-игр про Соника, но они просто копируют, например, Тетрис, головоломки и прочие хрени. А еще есть вот это, где можно делать своего персонажа. Какого-то хрена очень много игр, где Соник на мотоцикле. И закрывает эту эру единственный и неповторимый Sonic the Hedgehog 2006 года. Худшая игра, когда-либо созданная. По мнению многих игровых журналистов и блогеров, в ней много багов, много херни, нет полированных моментов. Загуглите что угодно по этой игре, и вы увидите все это. У меня, кстати, есть диск с этой игрой. Если что, Sonic 06 не самая худшая игра. Просто посмотрите на Sonic Jam на Game.com. Но все же она не такая ужасная. Есть правило. Если это игра про Соника, то в ней обязательно будет охеренная музыка. Фанаты, кстати, делают свой ремейк этой игры, который называется P06, где они переделывают всю игру и убирают все баги. Проект завершен почти на 90%. Таким образом, можно нормально впервые испытать эту игру в полной красе. А еще в этой эре был мой самый любимый голос Соника — Джейсон Гриффит. Он звучит просто идеально для Соника. В меру энергичный, мудрый и добрый. It can't be anything too important, huh? Amy? Hi, that's a pretty snazzy performance there. I'm Sonic. Sonic the Hedgehog. Let's go. Take me to this world of the Arabian Nights. How does a big tree hide that we don't have snow? А вы знали, что Джейсон Гриффит озвучивал ежика из Смешариков? Ну, ежика, типа. You gotta help me. Pogo's drowning. А еще в это время вышел аниме-мультик Sonic X. И тут я могу начать рассказывать свою историю становления фанатом Соника. Я сижу на туалете. Да, просто охуенное начало истории. На телевизоре включается телеканал СТС. Вдруг я слышу очень интересные и быстрые энергичные звуки из него. Благо я могу видеть телевизор и вижу, что там. Первая серия Sonic X. Я быстрее выхожу из туалета и принимаюсь смотреть уже нормально. Все, вот она. Очередная гиперфиксация ребенка на вымышленном персонаже. Но нет, этот сериал мне настолько понравился, что я хотел увидеть Соника в реальной жизни. Я хотел, чтобы Соник был моим самым лучшим другом. Я ждал все новые серии.
Я загадывал желание у 4-листной хризантемы. Она называется Сирень. Увидеть Соника. Но он лишь появлялся по телеку. Я немного отодвигался в сторону на кровати, в надежде, что я увижу его лежащим рядом. И потом я даже подготавливался на будущее и вешал на стены бумаги с именами всех персонажей Соника, чтобы потом там висели кровати, где все они будут потом ночевать. Ну, скажи что-нибудь. Я хочу, чтобы Соник здесь был. Так, ладно, как-то далеко заходил с этим в детстве. Давайте теперь по-серьезки. Пересматривая сейчас это аниме, мне все равно оно нравится. Характеры героев, которые, ну, прям реально ощущаются такими, какими они и должны быть. Это, наверное, лучшие версии этих персонажей во франшизе. В первом сезоне сюжеты незамысловатые, но интересные. Во втором сезоне вообще повторяют сюжеты из тех самых адвенчеров. Just a guy who loves adventure. И третий сезон происходит в космосе, между планет, злодеями, метарексами, а концовка очень депрессивная. Русский голос Соника — Михаил Тихонов. Еще один мой самый любимый голос Соника. По сути, это русский Джейсон Гриффит. Он очень хорош, приколен и крут. Я пролетел сквозь пространство. Может, и сквозь время? Один ли я здесь? Неужели остальные погибли? Что ж, скоро я все это выясню. Примерно в это же время выходит моя первая игра про Соника и одна из игр моего детства — Sonic Riders. Это, по моему мнению, самая стилевая и одна из самых веселых игр про гоночки. В ней Соник со своими друзьями гоняет на ховербордах по футуристичным городам, фабрикам, пещерам, делает крутые трюки на трамплинах и, самое главное, врубает самый охереннейший саундтрек. Мне нравится, как нарисованы персонажи в меню их выбора. Эти штрихованные тени просто пик стиля. Персонажи тоже, как в Sonic Heroes, имеют свои типы, но они используются только для шорткатов, ну типа коротких дорог. А еще какого-то хрена в моей копии на диске этой игры очень много странного перевода. Например, они называют доски одеждой. Соник Дикобраз. После Dark эры, которая, на удивление, была моей самой ностальгичной, идет Boost эра или Мета эра. Началась она с Sonic Unleashed, которая в последнее время вернула себе хайп спустя годы после выхода первого нативного порта игры с Xbox 360 и PlayStation 3 от фанатов на ПК, которой она и является, кстати. Именно эта игра привнесла новый стиль игры — Boost, когда при нажатии одной кнопки Соник начинает сразу нестись на максимальной скорости вперед. И также в этой игре есть второй стиль геймплея с оборотнем, который является противоположностью скоростного геймплея. Из-за того, что фанаты не особо оценили медленную драчку с монстриками, которое было даже больше, чем веселого скоростного, то и оценки этой игры были на тот момент хреновыми. Но фанаты, опять же, возвращаются в эту игру с приятными эмоциями. В том числе и я прошел ее в первый раз благодаря Sonic Unleashed Recompiled. И теперь для меня это одна из самых любимых игр про Соника. Я понял прикол с оборотнем, и мне реально нравится играть за него. И считаю, что в этой игре самый лучший финал среди всех игр про Соника. Естественно, саундтрек в этой игре супер крутой. Какого-то хрена все ютуберы суют к себе в видео музыку первого уровня из этой игры. Вот некоторые мои любимые. Но самое хреновое это то, что это последняя игра, в которой был Джейсон Гриффит. Прощай, мужик. Спасибо. Внезапная рекламка! Что? У маленького канала на 1000 подписчиков уже реклама? Продался? Digicel. На этом сайте возможно все, что связано с цифровыми товарами. Естественно, пополнение Стима с комиссией в какие-то там 5%. Так как этот сайт это marketplace, прям как Озон и Wildberries, то тут продавцы предлагают свои товары. Например, вот новую игру Sonic Racing Cross Worlds можно приобрести. ChatGPT, Fortnite V-баксы, Minecraft, даже в Clash Royale задонатить.
Короче, ссылка в описании. Идите, покупайте. Потом вышел Sonic Colors, который убрал ежоборотня и оставил Тока Буст. И добавил цветастых виспов, которые пауэрапы. И добавил детский, несерьезный и глупый... Нет, не глупенький. Глупый сюжет и повествование. Если что, я не играл, так что только. И после этого выходит одна из моих самых любимых игр про Соника. Sonic Generations. Это игра на какое-то там летие Соника, которая берет лучшее из всех игр про Соника. Лучшие уровни из прошлого, которые в будущем точно не будут надоедать повторными появлениями. Лучшие геймплей-стили, классик и модерн с бустом. И да, классический Соник в этой игре мне правда нравится. Я обожаю этот мощный спин-дэш, с которым можно скипать почти весь левел. Или так кажется, ведь гейм-дизайн в этой игре просто гениальный. Все объекты на уровне расставлены идеально. Они позволяют делать спидран-трюки и скипы, а также позволяют допускать ошибки. Как, например, если ты медленный, то ты не проигрываешь, но тебя наказывает уровень каким-то испытанием. Сюжет, конечно, почти такой же детский, как в Colors, если не хуже, но кому не насрать. И это последняя нормальная игра про Соника на много лет вперед. Наступила следующая темная эра, из-за которой в то время было стыдно быть фанатом Соника. Я, кстати, фанат Соника. Было бы так, если бы я это сказал в 2010 году. А именно в этой эре вышел Sonic 4, который должен был быть продолжением классических игр. Ну это полная херня. Вышел ни о чем Sonic Lost World, вдохновленный Mario Galaxy. Потом Sega сделали целый новый ребут под названием Sonic Boom. Полностью провалился. Ну, правда, мультик был вполне неплох. И даже, по мнению многих, является золотом комедии. Знаешь, Эми, каждый раз, когда кто-то акцентирует внимание на сломе гендерных ролей, это подрывает саму концепцию гендерного равноправия, подразумевая, что это исключение, а не статус-кво. Спустя годы провала, кринжа и надежды фанатов, наконец-то вышла игра, которая поменяла все отношение к Сонику. Ну, почти все. Является одной из самых лучших игр про Соника и моих любимых, а именно Sonic Mania. Она воссоздала то самое ощущение классического Соника из тех самых 90-х. Снова Green Hill, где вернули ту самую физику персонажей, цветастые уровни, но теперь нововведением стали более плавные анимации и, самое главное, ебейший саундтрек от T-Lopes. Это был подарок от фанатов для фанатов. Глоток свежего воздуха, когда все уже давно задыхались и казалось, что ежик скоро умрет. И да, забудьте, ведь следующей игрой вышла Sonic Forces. Убила нахуй все то, что заготавливала Мания. Амбициозные трейлеры, показывающие дистопический мир, оказались обманом. Ведь в игре все та же клоунада и скучный геймплей, где буквально надо держать одну кнопку. А Соник из концовки Sonic Mania тпхнулся уже сюда. Зато тут игроки могли сделать своего оригинального персонажа. Но, знаете, все же от Sonic Forces был хороший момент. Нет, не в самой игре, а в мобильной игре под названием Sonic Forces Speed Battle. Это, по моему мнению, одна из самых веселых мобильных игр, в которую я только играл. Это Subway Surfers, но тебе поднасирают еще 3 игрока, и надо еще занять первое место. В игре много персонажей с разными способностями, и иногда в игре происходит лютый хаос, который не понимает, наверное, даже сам владелец персонажа. Катки длятся по 1-2 минуты, так что это просто идеально для короткой мобильной сессии. Это звучит как реклама, но нет, мне реально нравится играть в эту игру время от времени. Например, вот мои персонажи и мой уровень. Я обожаю мейнить Blaze, Shadow из фильма и особенно Rusty Rose. Потому что я просто обожаю срать ловушками. Потом было длительное затишье, во время которого не выходило чего-то серьезного. И тут дропается это первый трейлер Соника в кино. Конечно, круто, что Соника наконец покажут в кинотеатрах, но такого, что они сделали с моим мальчиком. Теперь это, наверное, уже легендарный кадр, потому что столько людей его показывали как хреновый пример. Весь интернет поднялся на уши после этого трейлера. Все просто охерели от того, насколько ужасным был этот дикобраз. Ведь я на полном серьезе считал, что
все не так уж и плохо, что он иногда не так уж плохо выглядит. Ладно, все мы знаем историю. Фанаты закибербулили создателей фильма, чтобы они переделали это чудовище в более красивую обертку. Ёжик Соник выглядит как никогда красиво, стильно, экспрессивно. Вот и выходит фильм, почти всем он заходит. И оказывается успехом. Я на него тоже ходил к 100. Этот фильм, как по мне, стартовал новую эру Соника, а именно эру Ренессанса. Франшиза Ёжика переживала взлеты и падения, и сейчас поднялась с колен за последние десятилетия. В это время в основном выходили супер качественные продукты. Например, следующая большая игра про Соника, Frontiers, в которой Ёжика впервые выпустили побегать по открытой лужайке. На этой лужайке есть много мини-платформинг-челленджей, коллектаблсов и врагов. Боевая система в этой игре довольно крутая. Просто послушайте звук парирования и саундтрек. Чего стоит сражение с титанами? Самые ебейшие босс-файты во франшизе. Ну реально. Супер Соник, кидающий огроменную сороконожку на прогиб. Малюсенький ежик, который берет вот этот огроменный меч и рубит им титана пополам, как в аниме. Сколько же мемов это породило? Ребят, вы не представляете. В общем, это одна из лучших игр про Соника. И лично в моем топ 3-4. После этого выходит второй фильм про Соника. Tails, Knuckles, Эгмон, да почти из игр. Сыендук. Простите, извините, дорогу! Ну ты опять душнилу включил. Эй, Детей. Да, Сыендук исполнил свою давнюю мечту детства. А именно озвучил Соника. Он пробовался еще на первый фильм, но его не приняли. Поэтому он по приколу слил кадры, и Дима круто звучит. Второй фильм стал точно намного лучше первого. Потому что появилось больше лора из игр по сравнению с первым фильмом. Правда, сцену на свадьбе никто не отменял. О, зато в ней играет музыка из GTA San Andreas. Чоу. Потом просто из ниоткуда в Стиме выходит визуальная новелла по Сонику, где он буквально подыхает. Что? И собирает очень положительные отзывы? Ладно, ок. Потом выходит игра, которая, очень хочет, чтобы ее называли Sonic Mania 2. Это Sonic Super Stas. В ней тот же классик геймплей с видом сбоку, но в 3D. И все вроде норм, более-менее. Но теперь та самая часть, которая в играх про Соника всегда была на высоте, теперь перемешка из самого лучшего саундтрека в игре от, кстати, того же самого T-Lopes. И вот этого! Да, это все в одной игре! Это вышло очень странно. Я бы даже сказал глупенько. Ну и вот, настоящее время. Год Ёжика Shadow. Блин, как же они круто на боемиксах гоняют. В этот период вышел Соник в кино 3, который я считаю лучшим в этой киновселенной. И моим, наверное, самым любимым фильмом вообще. История Shadow, попытка отмщения людям. Мария! И ебейшее сражение Соника и Shadow в суперформе. Абсолют Синема. Особенно мне очень нравятся вот эти два кадра. И душераздирающие моменты. Я ради этого фильма попёрся в кинотеатр со своей женщиной на 1 января, сразу после Нового года. Это того стоило. И самая последняя мейнлайн игра в франшизе — это Sonic X Shadow Generations. Это ремастер того самого Sonic Generations и новая кампания за Shadow. Я, к сожалению, еще не играл, но люди говорят, что это очень проработанный геймплей и офигенное направление, в котором движется франшиза. Ладно, я обманул, на самом деле я немного уже поиграл, и она довольно реально крутая. И сейчас выходит трейлер, где Соник гоняет на машине против Хацуне Мику, Стива из Майнкрафта и Спанч Боба. Что-то мне это напоминает. Сначала люди, посмотрев трейлеры, думали, что игра будет хрень, и что она очень медленная. Но совсем недавно, буквально на днях, запустили открытый бета-тест онлайна. Длился он, кстати, 3 дня. Все зашли и просто охерели от того, какая эта игра на самом деле веселая. Я, кстати, тоже успел в нее поиграть. Некоторые говорили, что у них от нее появилась зависимость. Саундтрек фармит очень много атмосферы, какого-то мирового чемпионата. Соня сказала, что это похоже на чемпионат по футболу. Главное меню это подчеркивает. Прикольно, как персонажи мило общаются в лобби.
Начало матча — это лютый вайбик. Каждая катка в этой игре кажется как нечто особенное, хаотичное, веселое и грандиозное. Хаотичное, потому что, ну просто посмотрите, много предметов, которыми можно атаковать, защищаться, ускоряться и так далее. По сути, это клон Марио Карта, но есть отличия, а именно гаджеты, которые дают самые разные бонусы. Из них можно делать миллиарды разных сборок на разные стили геймплея. И, не знаю, как по мне прикольно, что надо разблокировать каждую клетку, играя в игру. А, блин, точно, еще вернулись летающие доски из Sonic Riders'а, того самого, из моего детства. Посередине матча открывается кольцевой портал, прям как в фильмах. И игрок, находящийся на первом месте, может выбрать, куда дальше отправятся все гонщики. А каждый раз, когда наступает финальный круг, то кажется, что весь мир смотрит за тобой, за всей этой гонкой. Все кричат, подбадривают. И именно на третьем круге происходит самая пик-тень. В хорошем смысле. Напряжение накаляется, ставки повышаются. И вот она. Финишная прямая. Займешь ли ты первое место? Или тебя херанет сюрикеном? Я даже не знаю, что для меня лучше. Fortnite Rocket Racing, Sonic Forces Speed Battle или Sonic Racing Cross Worlds. Какого хера у них у всех такие длинные имена? Также произошла коллаба Соника и Фортнайта, где появились кроссовки в стиле Соника и Shadow, но почему-то не их оригинальная обувь. А еще машинка Porsche с рисунком Соника. И спиндеш колесики. Чё они странные? И еще след буста с музыкой неуязвимости из Sonic 3. Я, естественно, купил все, кроме долбучих кроссовок. И, похоже, Соник теперь сражается против скибиди туалетов официально в PUBG Mobile. Мы проделали весь этот путь. И для чего? Соник дарит мне много положительных эмоций еще с детства. Я все еще обожаю его спустя эти годы. Детский интерес остался со мной. Я буду фанатом Соника всегда. Спасибо, что посмотрели это видео. Так что подпишитесь.